Однажды в Санкт-Петербурге вывесили афиши, извещавшие о том, что в скором времени в модном кабаре «Аквариум» должно было состояться выступление некой французской певицы, имя которой было заменено 3 точками, что только подогревало интерес у публики. В назначенный срок выступление и правда состоялось. Сначала девушка слегка растерялась, и кто-то даже похлопал ей из жалости, ведь она была очень красивой. Но вот, поборов волнение, она, наконец, исполнила задорную французскую песенку, и зал потонул в оглушительных аплодисментах. Ее вызывали на бис целых 3 раза, а поклонники собирались толпами у ее гримерки. Последующие выступления имели у публики не меньший интерес, и, конечно, она бы так и продолжала выступать в том кабаре, если бы не один конфуз, который случился во время выступления. Дело в том, что по бриллиантам на шее и сходстве с матушкой общие знакомые узнали в прекрасной француженке молодого графа Феликса Юсупова. Так карьера французской певицы завершилась, едва начавшись, а дома Феликса ждал очередной скандал. Не первый и не последний. Настолько увлеклась историей Юсупова, что забыла поздороваться. Всем доброго времени суток, дорогие друзья, вы на канале Дарки, и здесь обсуждаем все то, что нельзя, но так хочется. Минутное отступление. Ребята, хочу попросить вас, пожалуйста, не акцентировать внимание на моем более раздутом внешнем виде по сравнению с остальными роликами, так как я недавно перенесла ангину, побывала в инфекционке, упала в обморок, чуть не заразилась ковидом, прочитала ваши негативные комментарии. Всех люблю. Так что, ребята, будет очень приятно, если я не получу комментариев касательно моей внешности. Итак, как вы уже поняли, сегодня речь пойдет об одной из моих любимых исторических личностей. Приветствуйте его величество, граф Феликс Юсупов. Гомофобы. Это не привет, это до свидания. Вам здесь будет неуютно. А всем остальным добро пожаловать, присаживайтесь поудобнее, потому что я собираюсь рассказать вам все, что мне удалось узнать о настоящей истории жизни Феликса Юсупова. Мы не будем затрагивать тему убийства Распутина, потому что об этом и так всем известно, и большинство знает Феликса только благодаря этому событию. Но я хочу рассказать вам о том, кем на самом деле был Феликс Юсупов, чем он занимался, насколько он был щедр и какие у него были на самом деле пристрастия, повлекшие за собой слухи, или не только слухи, о его крепкой, чистой мужской любви с князем Дмитрием Романовым. Погнали! Князь Феликс Юсупов, или граф Сумароков-Эльстон, родился 23 марта 1887 года. Он был последним из князей Юсуповых. Про Феликса говорили, что у него в одном глазу бог, а в другом черт. Будучи наследником многомиллионного состояния, в обществе он стал весьма эксцентричной персоной. О своей любви к переодеваниям он рассказывал в своих мемуарах. Когда Зинаида Юсупова поняла, что ожидает ребенка, она решила, что это будет девочка, и потому детское приданное повелела шить розовым. Но когда родился Феликс, она так расстроилась, что до 5 лет одевала его как девочку. По словам Феликса, этот каприз матушки оставил неизгладимый отпечаток на его душе. Когда Феликсу было 12, он со своим другом, пользуясь тем, что родителей не было дома, переоделся в матушкино платье и шубу, нацепив ее украшения, и даже раздобыл у ее парикмахера парики, якобы для маскарада. И вот в таком виде юный граф со своим другом отправился в ресторан «Медведь». Там он заказал шампанское, захмелел и начал как аркан раскидывать бусы на офицеров, пригласивших его к своему столику. Долго этого издевательства бусы не выдержали и порвались, чем привлекли внимание к их обладателю. Денег у них с собой не было, и потому юные барышни попробовали удрать, но их поймал метрдотель. Их отвели к директору ресторана. Узнав, чей сын пред ним стоит, он посмеялся и дал денег на извозчика. А вот Феликсу было не до смеха, когда его отец наутро получил счет за ужин и остатки бус. В дальнейшем с маскарадом Феликсу помогал его старший брат Николай. Однажды на каникулах во Франции они собрались на костюмированный бал в оперу. Феликс надел платье, а Николай играл роль его спутника. Ради смеха они решили заехать еще и в театр, где на Феликса обратил внимание один пожилой господин, которым оказался Эдуард VII. Приехав домой, своих забав братья не оставили. У Николая была любовница Поленька, которую не одобряли родители, и потому он снимал ей квартиру неподалеку. Феликс тогда учился в гимназии, и Николай часто звал его на вечера к Поле. Однажды они решили продолжать вечер у цыган, но из-за мундира гимназистов Феликса в подобные заведения могли не пустить. Тогда решено было переодеть его девушкой. И в таком виде Феликс впервые поехал к цыганам. Именно тогда он понял, что в женском платье мог явиться куда угодно. И с тех пор он начал вести двойную жизнь. Когда Николай погиб на дуэли, Феликс остался единственным наследником многомиллионного состояния. Тогда он решил начать заниматься благотворительными пожертвованиями. Во время Второй мировой войны он разместил госпиталь для тяжелобольных в своем доме на Литейной. Также он мечтал превратить родовое поместье в Архангельском в центр искусств, но ему на тот момент помешала революция. Однако Юсупов вошел в историю не как эксцентричный миллионер, меценат и филантроп. История запомнила его лишь как одного из убийц Распутина, который пользовался огромной властью при царском дворе. Вместе с графом Юсуповым в число заговорщиков вошли Владимир Пуришкевич, Сергей Сухотин и князь Дмитрий Романов.
Характер отношений с последним, как вы понимаете, был предметом множества слухов при дворе. Великий князь Дмитрий Павлович, в эмиграции использовавший фамилию Романов, родился 6 сентября 1891 года. Единственный сын и второй ребенок великого князя Павла Александровича от брака с греческой принцессой, великой княгиней Александрой Георгиевной, умершей через несколько дней после рождения сына. С Дмитрием Феликс был знаком с самого детства, так как Юсуповы были приближены к царскому двору. Феликс был старше его на 4 года, но проявлять инициативу не спешил. По собственным словам, он привык, что ухаживают за ним, и сам ухаживать не хотел. По-настоящему любил он тогда только себя, и ему нравилось быть предметом любви и внимания. Сам Феликс говорил о Романове так. Дмитрий был необычайно хорош собой. Высок, элегантен, породист, с большими задумчивыми глазами. Он походил на старинные портреты предков, но весь из контрастов. Романтик и мистик, глубок и обстоятелен, и в то же время весел и готов на любое озорство. За обаяние всеми любим, но слаб характером и подвержен влияниям. Я был немного старше и имел в его глазах некоторый авторитет. Он слышал о моей скандальной жизни и видел во мне фигуру интересную и загадочную. А вот что об отношениях Феликса и Дмитрия писала дочь Распутина в своих мемуарах. Великий князь Дмитрий был любимцем царя и царицы. Он даже жил у них во дворце и считался членом семьи. Когда Николай и Александра Федоровна узнали, что происходит между ним и Феликсом, Дмитрию запретили видеться с совратителем. Специальным агентам же поручили открыто следить за Феликсом и тем самым сдерживать его. На какое-то время их усилия увенчались успехом, и молодые люди не встречались. Однако вскоре Дмитрий снял дом в Петербурге, и Феликс поселился вместе с ним. Скандал вышел за пределы двора и доставил много огорчений Романовым, но любовников это нисколько не стесняло. Дмитрий говорил, что счастлив. Феликс же давал понять всем, что только делает одолжение великому князю, и в этом, похоже, он усматривал особое наслаждение. Возможно, он и любил какое-то время Дмитрия, но, получив желаемое, Феликс не мог не мучить любимого, превратившегося в жертву. И вот однажды, доведенный до отчаяния ревностью, Дмитрий попытался покончить жизнь самоубийством. Вернувшийся поздно вечером Феликс нашел его на полу бездыханным. К счастью, Дмитрия спасли. Несмотря на то, что к воспоминаниям дочери Распутина следует отнестись с неким скептицизмом, сами слухи отчасти послужили причиной того, что была расторгнута помолвка между князем Дмитрием Романовым со старшей дочерью императора Ольгой. Схожая участь ожидала и помолвку Феликса с княжной Ириной, но Феликс проявил настойчивость и добился встречи с ее родителями, которых сумел переубедить. Кстати, Феликс, помимо того, что был красавчиком, так еще и проблем с чувством юмора не имел, в отличие от комментаторов под моим видео с Басмановым. Рассказываю, Юсупов, дело всей Руси, у сильного пола был на расхват. Это не какие-то там мои бредни или фантазии, только попробуйте меня этим упрекнуть. Этими фактами Феликс сам спокойно делился в своих мемуарах. Вот, например, история о том, если простыми словами, как милашке Феликсу за совместным ужином с Дмитрием Романовым подкатил еще и бывший его матушки. Однажды, когда мы ужинали в ресторане, ко мне подошел офицер императорской свиты, еще молодой человек, красавец, в черкеске с узкой талией и кинжалом на поясе. «Вряд ли вы узнаете меня», — сказал он, назвавшись, «но, может, вы помните обстоятельства нашей последней встречи. Они были довольно необычны. Я въехал верхом в столовую в вашем доме в Архангельском. Ваш отец рассердился и выставил меня вон. Еще бы мне не помнить. Я сказал ему, что был в восторге от его поступка, и обиделся тогда на отца. Я пригласил его к столу. Он сел и просидел с нами долго. Говорить не говорил, но на меня смотрел неотрывно. «Как вы похожи на свою матушку», — наконец вздохнул он. По всему он был взволнован. Резко поднялся и, поклонясь, ушел. На другой день он телефонировал мне в Царское и спросил, можно ли ему приехать ко мне. Я ответил, что живу у родителей, а учитывая прошлые обстоятельства, его визит в родительский дом не вполне удобен. Тогда он предложил увидеться в городе. Я согласился, в назначенный вечер отправился с ним к цыганам. Вначале он был молчалив, но песни и шампанское оживили его. Он заговорил. Он сказал, что не мог забыть мою матушку и что совершенно потрясен моим сходством с ней, что хочет встречаться со мной. Он нравился мне. Все же я ответил, что, может, и встретимся где-нибудь, но дружба между нами невозможна. Отношения мои с Дмитрием временно прервались. Государь слышал скандальные сплетни на мой счет и на дружбу нашу смотрел косо. Наконец, великому князю запретили встречаться со мной. Заодно и за мной установили слежку. Филеры гуляли у нашего дома и ездили за мной в Петербург. Однако вскоре Дмитрий вновь обрел свободу. Из государева Александровского дворца он переехал в свой собственный в Петербург и просил меня помочь ему обустроиться.
Но как бы там ни было, сам граф Юсупов о своем отношении к гомосексуальной любви в своих собственных мемуарах высказывался весьма определенно. Меня всегда возмущала несправедливость человеческая к тем, кто любит иначе. Можно порицать однополую любовь, но не самих любящих. Нормальные отношения противны природе их. Виноваты ли они в том, что созданы так? Что ж, дорогие друзья, спасибо за ваше внимание. Я постаралась прилично и без лишней лести рассказать вам о том, чем когда-то жил милейший сердцу моему граф Юсупов. И я хочу вас попросить, если у вас есть идеи конкретно для этой тематики моих видео, пожалуйста, поделитесь ими в комментариях. Это будет одна из отдельных рубрик на моем канале. Если у вас есть какие-то спорные вопросы касательно того, что происходило между кем-то и кем-то, или, может быть, вы что-то о ком-то слышали и хотите узнать, было ли это на самом деле с исторической точки зрения, не стесняйтесь, пишите. И, конечно же, загляните на досуге и в мой инстаграм, потому что я там тоже пишу много всего интересного, и касательно исторической, и ЛГБТ, и даже мистической тематики. И к тому же там можно просто лампово со мной пообщаться. Отвечаю я всем. Всем спасибо за просмотр, увидимся в новом видео совсем скоро, до новых встреч!